Приветствую вас, дорогие друзья! Мы с вами слышались буквально вчера, но кто бы мог подумать, что без какого-либо анонса за день до обновления до версии 5.2.0 Konami все-таки проведут eFootball Connect, на котором расскажут и раскроют некоторые подробности предстоящего обновления. И поэтому в сегодняшнем ролике я предлагаю быстренько пробежаться по тому, о чем нам рассказали Konami. А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. А если же вы играете на ПК, то через PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Черная пятница закончилась, а пополнение с нулевой комиссией остается. Используйте мой промокод, чтобы пополнять свой Steam аккаунт было выгоднее. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. А в телеграм-канале ребят проходит розыгрыш на мощнейший кастомный игровой ПК. Также среди других призов игровая клавиатура, ключи от RK Riders и пополнение баланса в Steam. Скорее переходите по ссылке, чтобы принять участие в конкурсе. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Поскольку обновление у нас ожидается с одной версии на другую, то есть оно более чем ощутимое, да и в целом мы говорили об этом ранее, что с декабрьским обновлением также ожидается и изменение игрового процесса. И так оно и произошло. Konami анонсировали, что они вносят вправки в нынешний геймплей и снова меняют баланс. И самое главное, что вам стоит уяснить из того, что успели сказать японцы, так это то, что забросы и передачи в разрез наконец-то понерфятся. Произойдет этот самый нерф во многом благодаря тому, что снова изменится скорость у защитников, и произойдет это благодаря тому, что скилл, умение защищаться также будет влиять на скорость и ускорение, то есть не только скорость и ускорение, но еще и умение защищаться будет влиять на то, с какой скоростью двигаются защитники. Ну и также при снижении выносливости теперь скорость и ускорение будут не так сильно понижаться у защитников. И благодаря вот этим аспектам передачи в разрез или забросы куда-то вперед станут менее эффективными, нежели это было последние несколько месяцев. И если честно, это прям приятно слышать, учитывая, что те же самые передачи в разрез, просто одна такая передача за всю игру могла стать решающей, пока ты безуспешно долбился в чужие ворота. Но не одними изменениями в геймплее едины, и другой ощутимый момент — это новые кампании, которые в декабре будут представлены аж в виде целых 3 штук, то есть 3 разные кампании за один месяц, но все они стартуют в разные дни и с разницей в неделю, то есть одна кампания стартует завтра, вторая через неделю и третья через 2 недели. Одна из таких и самая первая — это кампания, которая посвящена киберспортивному турниру под эгидой FIFA Electronic. Так она и называется — FIFA E-Campaign. eFootball также представлена в качестве одной из дисциплин на этом турнире и по мобильной части, и по консольной, и в честь предстоящего турнира или уже прошедшего турнира, это не так важно, в игре будет доступна отдельная кампания. В рамках нее мы сможем забрать поинты тренировок, поинты прокачки, монеты. Также появится Дженаро Гаттузо в качестве главного тренера, я так понимаю, от сборной Италии. И также Konami анонсирует, что в рамках этой кампании будет раздача шоутаймовских карточек. Причем они не уточняют, что именно за шоутаймы это будут, игроки сборных или клубных команд. Во всяком случае, нас ожидает 2 варианта паков. Один из них гарантированный, второй не гарантированный. Для второго пака каждый день мы будем получать крутки, из которых нам не факт, что что-то выпадет. Тогда как первый пак, по заявлениям разработчиков, куда уже более гарантированный. Правда, не совсем понятно, ведь сами Konami показали пак, на котором присутствует крутка за 900 золотых монет. Тогда мы получаем гарантированного эпика за собственные монеты, или как оно получается? Ну, во всяком случае, Konami не удосужились объяснить это поподробнее, а ограничились вот подобными расплывчатыми предложениями. В
Вторая кампания уже чуть-чуть поинтереснее, учитывая, что она связана с новой лицензией, которую мы вообще никак не могли ожидать в игре. И связана она с Кубком Африканских Наций, он же Кубок Африки, который время от времени проходит в зимнее время года. И в этом году он также будет проходить. Konami заявляют, что они стали одним из спонсоров данного турнира, благодаря чему турнир появится в своем лицензированном виде в рамках eFootball 2026. И благодаря этому мы сможем увидеть все лицензированные сборные участницы. Также будет соответствующий контент в виде хайлайтовских паков, шоутаймовских наборов, причем аж в двух вариациях, то есть Part 1 и Part 2. То есть 2 пака будет целых шоутаймовских. И, как заявляется, в рамках этой кампании мы сможем забрать Диуфа. Ну и третья, самая главная, та самая кампания, которую мы по сути и ждем, это праздничная кампания, которая по сути будет посвящена Рождеству и Новому году. Как и в прошлом году, Konami заявляет о том, что стоит ожидать эпиков за селективный контракт. Причем даже не просто эпиков, а эпиков с новыми модельками и новыми навыками. Конечно, не факт, что весь пак за селективный контракт будет с новыми модельками и с новыми навыками, но один из таких это Оливер Кан. Он получит обновленную модельку за Баварию и также новый вратарский навык, который по своему описанию как будто бы не сильно-то отличается от того навыка, который и так есть в игре. Причем, что интересно, кампания будет длиться начиная с 18 декабря, то есть середины месяца, и по 10 числа января, ну где-то плюс-минус, то есть вот с декабря по январь, а не просто по конец декабря. Также в качестве одного из нововведений Konami рада представить новую вкладку под названием «Анализ». На самом деле о подробной статистике, может быть, просило и не так много игроков, но подобные запросы действительно были. И отчасти, только лишь отчасти, они удовлетворяются. Потому что эта вкладка не раскрывает подробности того, кто сколько забил, кто сколько голевых отдал за конкретный матч или какие-то XG. Нет, она просто показывает вашу статистику в сравнении с другими игроками из других дивизионов и показывает, как вы играли, как вы дриблили, какие пасы отдавали, насколько они точные и так далее. И вся эта статистика будет высчитываться по итогам 10 прошедших матчей. Правда, Konami не уточнили, будут ли учитываться матчи только дивизионов или дивизионов и ивентов, а будут ли учитываться товарищеские матчи, но сам факт, что вы сможете сравнивать свои показатели с показателями из других дивизионов, ну, в принципе, не то чтобы сильно что-то меняет, но будет интересно, я думаю, посмотреть. Помимо этого, Konami решили немножко пересмотреть систему добавления бустеров, и, наконец-то, при добавлении случайного буста тем же самым атакующим игрокам не будет выпадать оборонительные бусты, когда, там, будучи какому-нибудь нападающему, вылавливая случайный буст, вы могли выловить какой-нибудь там вратарский буст или защитный буст. Еще Konami раскрыли пару-тройку новых легенд, которые появляются в рамках 30-летия серии eFootball-PES. К сожалению, легенды далеко не те, которых бы нам хотелось бы наблюдать в игре, и даже можно как будто бы назвать их нишевыми, несмотря на те клубы, от которых они будут представлены. Во всяком случае, было представлено 4 новых игрока. Это экс-футболист мадридского Реала, англичанин Стив Макманаман, ирландец Джон Ашин, которого мы ждали в игре еще с прошлой весны. Это игрок Барселоны Филипп Коку и итальянец Рикардо Ферри, игрок миланского Интера. Новый месяц, новый главный тренер с новым линк-апом. И таким становится Рональд Куман. Причем образца тренерства Барселоны сезона 2021. Ну, знаете, такой себе отрезок и у Барселоны, и у самого Кумана, учитывая, что у него, в принципе, был неплохой отрезок в сборной. Но, во всяком случае, он будет представлен как тренер с линк-апом, который вроде как основывается на навесах в штрафную. И, как оно всегда и бывает, вместе с подобными тренерами появляются и соответствующие паки Epic-Showtime. И кто же, по вашему мнению, может появиться в подобном паке? Ну конечно же, блять, Дэвид Бекхэм и Ян Коллер. Просто ходячий пиздец, а не связка.
Один с читерными навесами, Age Crossing, а другой с читерной башкой, Bullet Header. Вот вроде бы недавно рассуждали о том, как понерфили навесы в штрафную, игру головой тех же самых головастиков. А нет, возвращаемся к тому, с чего начинали. Помимо всего этого, в рамках eFootball Connect также было упомянуто о множестве мелких нововведений, наверное, нововведениях, если их можно таковыми назвать, наподобие мелких ивентов, которые будут привязаны к новым кампаниям, просто других мелких ивентах, новых празднованиях после забития голов. В общем, это все такие мелочи, о которых Konami сами не стали долго рассказывать, поэтому и мы не станем заострять на них внимание. В целом-то, обновление до версии 5.2.0 ожидается, более-менее ощутимым. Оно не то чтобы прям сильно глобальное или прям сильно что-то меняет, но в любом случае приятно, что наконец-таки снова меняют баланс в геймплее, пропадут вот эти вот забросы и передачи в разрез, когда они просто как-то вот беспрецедентно проходили сквозь защитников или над защитниками. Правда, в то же время немножко расстраивает отсутствие информации по фильтру, по тем же игрокам с умным ассистентом, который бы точно не был бы лишним в тех же дивизионах. Поэтому лишь остается надеяться, что его добавят втихую, без лишнего упоминания об этом. Хотя отсутствие хоть каких-либо новостей по этому поводу в рамках eFootball Connect тоже немножко удручает.